Вы не считаете себя алкоголиком. Но у вас стала закрадываться мысль, что алкоголь присутствует в вашей жизни достаточно часто. А не пора ли с этим что-то делать? Если такой вопрос у вас не возникает, то это видео не для вас. Ну и пусть ваши близкие говорят о вашей зависимости прямым текстом. Вас это устраивает. Вас все устраивает. Вы ничего менять не намерены. Вы можете посмотреть этот ролик. Я объясню, почему вас так тянет выпить. Почему вы не намерены бросать. И когда вы задумаетесь о воздержании, но я не собираюсь агитировать вас за здоровый образ жизни. Выбор делаете только вы. Кстати, я расскажу, почему мы делаем тот или иной выбор. Вот уже четверть века я изучаю математическую модель нервной системы. И на этом канале я рассказываю о практическом применении этой модели. Как знание и, главное, соблюдение принципов работы нашей нервной системы может сделать вас энергичными, уверенными в себе, успешным, здоровым человеком, без вредных привычек. И самое интересное, как этого достичь легко, без усилий, не издеваясь над собой, над своим организмом. Вы можете сказать, что бросить пить – плевое дело. Я отвечу, что вы не сможете этого сделать. И наш разговор будет похож на игру в пинг-понг. Смогу – не сможешь, смогу – не сможешь. В принципе, именно такие разговоры происходят в кабинетах наркологов, психологов, психиатров. Каждый остается при своем мнении. Как вашу привычку можно объяснить с точки зрения работы нашей нервной системы? Почему мы вообще ее приобретаем? Почему не можем от нее избавиться? Почему не хотим от нее избавляться? Почему так яростно защищаемся? Наша нервная система подобна электрическому прибору. Для ее работы необходима электроэнергия. Чем больше электричества приходит в наш мозг, тем более он работоспособен, тем больше задач он может решить за единицу времени. Наши эмоции – это индикатор количества электрических импульсов, поступающих в наш мозг. Чем больше энергии поступает, тем более мы счастливы. Те нервные пути, которые подают в мозг больше энергии, те будут более предпочтительны. Нервные волокна и соединения между ними создают огромные рефлекторные комплексы, которые мы называем своими знаниями, своим опытом. Эти рефлекторные комплексы формируют те самые пути. Их можно сравнить с микропроцессором. Что запрограммировано в этом микропроцессоре, то он и будет делать. Если этот микропроцессор выключает свет, то мы не ждем от него функции музыкального центра. Также и наши рефлекторные комплексы запрограммированы на определенные действия, заставляют нас поступать именно так. То есть, если вы реагируете на ситуацию приемом алкоголя, то так вы и будете делать в дальнейшем. Потому что в таких условиях был создан данный рефлекторный комплекс. Наш стереотип поведения. Так что, выхода нет. Если ты алкоголик, то это навсегда. Чаще всего так и происходит. Тут невысокий процент излечения только подтверждает это правило. Это происходит потому, что мы не понимаем, как работает наша нервная система, не пользуемся знаниями принципов ее работы. Сначала разберем самый простой вопрос. Почему мы вообще приобретаем эту привычку? Дело в том, что этиловый спирт является естественным метаболитом нашего организма. Он действует на нервные пути. В небольших дозировках, сопоставимых с теми, что вырабатывается в нашем теле, алкоголь облегчает проведение нервных импульсов по нервным волокнам. А значит, увеличивается количество энергии, поступающей в наш мозг. Наше настроение улучшается, мы счастливы. Формируется рефлекторный комплекс, содержащий счастье. Прекрасно. Мы нашли путь к счастливой жизни. Наша нервная система делает такой же упрощенный вывод. Но почему-то очень быстро алкоголь перестает оказывать такое действие. Счастье не появляется. Мы увеличим дозу, а счастья нет. Но рефлекс остался. Мы вновь и вновь повторяем, несмотря на то, что эффекта-то нет. Увеличение дозы ведет к уменьшению проводимости нервных путей, уменьшению энергии в нашем мозге. Какое-то время мы пользуемся этим, заглушая тревогу, боль, страх.
Но это ненадолго. Повышение дозировки ведет за собой токсическое действие алкоголя на наш организм. Порочный круг замкнулся и продолжает ухудшать наше состояние. Но почему мы не можем, не хотим его разомкнуть? Чего проще? Алкоголь перестал приносить радость? Да брось пить. А нет, такого не происходит. Почему? Какой механизм? И каким боком с этим связана работа нашей нервной системы? Откуда берется электричество для работы нашей нервной системы? Единственными генераторами электроэнергии являются рецепторы. Это они превращают в электрический импульс все виды энергии, их окружающие. Рецепторы можно разделить на две большие группы – внешние и внутренние. Внешние рецепторы превращают в нервный импульс энергию окружающего мира. Солнца, земли, воздуха, воды. Эти сигналы проходят по нервным волокнам с минимальным электрическим сопротивлением. По этим волокнам проходит максимальное количество энергии. Внутренние рецепторы реагируют на изменение состояния нашего организма. Но сильное изменение физического и химического состояния нашего организма мы воспринимаем как боль. Сигналы с внутренних рецепторов идут по путям с более высоким электрическим сопротивлением. А значит, по ним поступает гораздо меньше энергии. При употреблении алкоголя происходит увеличение импульсации по волокнам второго типа. Это же идет стимуляция внутренних рецепторов. Энергии в нервной системе становится больше, мы становимся счастливее. Но важной особенностью энергоснабжения внутренних рецепторов является то, что изменение физического, химического состояния нашего организма не происходит само собой. Для этого нужно приложить энергию, в том числе нервную, электрическую. Вместо того, чтобы использовать энергию внешних рецепторов для работы нашего мозга, мы отдаем ее на зарядку аккумуляторов для работы внутренних рецепторов. Появляется дефицит энергии, который постепенно нарастает. И который мы ощущаем как усталость, утомление, истощение. Поэтому, как бы хорошо нам не было при приеме алкоголя, через несколько часов мы будем чувствовать себя гораздо хуже. Люди пьют для достижения двух целей. Первое – получить удовольствие, испытать радость. Вторая – притупить тревогу, страх, горе. В первом случае мы усиливаем импульсы от внутренних рецепторов. Во втором – повышение дозой, уменьшаем импульсацию. Делаем так, что у нас не было сил испытывать негативные эмоции. Вгоняем себя в еще большую депрессию. Утреннее похмелье – это проявление токсичности алкоголя. А плохое настроение в это время – результат дефицита электроэнергии в нервной системе. Этот цикл вы будете повторять изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Потому что рефлекторный комплекс, который мы называем своим опытом, сформировался. Все. Он несет в мозг увеличенное по сравнению с обычным количеством энергии. И мы будем использовать это его качество снова и снова. А как вырваться из этого замкнутого круга? Увеличить поток электроэнергии в мозг. Сделать себя более счастливым. Какие способы борьбы с алкоголем вы знаете? Запретить прием алкоголя. Волевое решение, кодирование, зашиться. Все это одно и то же с точки зрения работы нервной системы. Вы уже знаете, как работает наша нервная система. Как вы думаете, поможет этот способ? Никогда. При этом способе вы уменьшаете энергоснабжение мозга. Делаете человека менее счастливым, более несчастным. И как ответит наш мозг? Вы сделаете все возможное, чтобы вновь вернуться к алкоголю, к счастью. Необходимо создать новый рефлекторный комплекс, несущий большее количество энергии, чем опыт с алкоголем. Это как? Заняться чем-то, что приносит больше удовольствия, чем алкоголь. Это может быть работа, хобби, творчество, любовь. С чисто практической точки зрения, как это претворить в жизнь? Подумайте, чего вам хочется. Думая о чем, вы становитесь счастливым. Это не так просто, как кажется. Большинство людей проживают свою жизнь, ни разу не задумавшись над тем, что их делает счастливым. Но попробуйте сделать это. И вы мгновенно почувствуете прилив сил и энергии. Мгновенно. В это время вы даже думать не захотите об алкоголе. Советую заняться этим не раньше, чем через неделю после последнего приема алкоголя.
За это время токсическое действие алкоголя прекратится. И ваше угнетенное состояние будет обусловлено только сбоем в работе нервной системы. Недостатком этого метода является то, что появление нового опыта, нового рефлекторного комплекса не исключает работу старого, получавшего радость от алкоголя. Мы помним весь свой опыт, все наши знания. Если вы выучили таблицу умножения, это не значит, что вы забудете азбуку. И вероятность того, что вы сорветесь, будет сохраняться всю вашу жизнь. Вы будете с той или иной периодичностью вспоминать, как вы выпивали. Вспоминать это с удовольствием, с радостью. И когда-нибудь вы сможете вернуться к своей привычке. Значит, лучшим способом избавиться от вредных привычек будет тот, который оставит весь ваш опыт, все ваши рефлекторные комплексы, но исключит из них боль. Сделай так, чтобы энергии внешних рецепторов было достаточно, чтобы энергия внутренних рецепторов стала ненужной. Поэтому хочу вас познакомить с третьим способом избавиться от вредных привычек. Это использование метода аппаратной психотерапии аудиокатарсис. Этот физиотерапевтический метод исходно разрабатывался для восстановления оптимальной проводимости нервных путей. Уменьшение электрического сопротивления нервных путей ведет к тому, что количество электроэнергии, поступающей в мозг, увеличивается. Необходимость в стимуляции внутренних рецепторов отпадает. Алкоголь перестает быть необходимым. Это сначала. Потом, когда количество очищенных рефлекторных комплексов возрастает, средний эмоциональный уровень повышается. И то счастье, которое может дать алкоголь, становится намного меньше, чем ваше обычное состояние. То есть при приеме алкоголя ваше настроение ухудшается. Алкоголь перестает приносить удовольствие, радость. 1, 2, 3 приема. И вы незаметно для себя откажетесь от алкоголя. Как от всего, что не приносит вам удовольствия. Это не случится сразу, за пару сеансов. На это может уйти пару месяцев. Но плюс в том, что это происходит между делом. Вы проводите сеансы, надев наушники, и продолжаете заниматься своими делами. Вы даже можете продолжать принимать алкоголь. Ведь вы не можете, не хотите от него отказаться. Единственное условие. Между приемом алкоголя и сеансом аппаратной психотерапии должно пройти не меньше суток. Подробнее о принципах работы нервной системы можете узнать в книге «Медицина, которой нет». Ссылки в описании. Единственная эмоция здорового человека – это счастье. Все остальные эмоции – это признаки болезней. Проводите сеансы аппаратной психотерапии аудиокатарсис. Изменяйте свою жизнь к лучшему, наполняйте ее энергией, уверенностью в себе, счастьем. Будьте здоровы и счастливы. И свободны от алкоголя.